Всем привет, меня зовут Элина Федорова, добро пожаловать на мой канал. У меня всегда сентябрь ассоциировался с учебой, что естественно, и как раз таки начало осени меня вдохновило на запись этого видео. Я думаю, что многим из тех, кто на меня уже подписан, будет интересно узнать о том, какой я была в школьные годы. И мне кажется, что когда я буду постепенно рассказывать о себе чуть больше информации такого характера, это сделает нас ближе с вами. Скажу честно, даже несмотря на то, что я любила школу и любила учиться, после окончания я никогда не скучала по школе. То есть я никогда не ностальгировала, возможно, потому что моя жизнь все-таки стала гораздо интереснее, она более насыщенная, и у меня просто нет времени скучать. Также такое небольшое лирическое отступление от темы. Мне бы хотелось, чтобы мой канал стал сообществом людей, которые могли между собой общаться, возможно, даже дружить, почему бы и нет, потому что чаще всего, когда я читаю комментарии под видео других блогеров, я вижу какой-то негатив, люди ругаются, спорят, ведут какие-то дебаты, либо даже оскорбляют друг друга. Я же прошу вас, давайте сломаем систему и будем, наоборот, помогать друг другу, дискутировать на какие-то интересные темы, рассказывать истории из жизни, делиться опытом, просить совета, советовать кому-то. И на самом деле много людей не имеют друзей, не имеют единомышленников, а когда у блогера такая большая аудитория достаточно, то есть это какое-то определенное количество людей, которые смотрят до одного человека. И это говорит о том, что у людей есть что-то общее, их связывают какие-то общие интересы, и мне кажется, что это неплохая возможность завести какое-то знакомство, например, найти друга за границей, помочь кому-то. Если вы еще не подписаны на мой канал, добро пожаловать в наш клуб. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выхода моих новых видео. Также подпишитесь на мой инстаграм, там я делюсь своими фотографиями из повседневной жизни и также со своих съемок, со своей работы. Ну, начну с того, что из-за семейных обстоятельств я поменяла очень много школ, но с 8 по 11 класс я уже училась в одной школе. Конечно же, смена школы это всегда сложно, так как нужно привыкать к учителям, конечно же, у всех разные требования. Нужно заново заводить друзей, вливаться в коллектив. Наверное, по этой причине я ни с кем особо не сближалась в плане дружбы. Я дружила, но достаточно поверхностно, без привязанности. Из-за частых смен школы очень сложно сказать, кем я была в классе, если говорить о школьной иерархии. Знаете, есть там лидеры, аутсайдеры. Я никогда не принадлежала ни одной из групп, я со всеми общалась всегда одинаково, нейтрально, ко всем хорошо относилась. Возможно, у меня была там какая-то одна девочка, которая была все-таки чуть ближе ко мне, чем все остальные, но в целом я никогда никого не выделяла и относилась ко всем одинаково. Естественно, я всегда была новенькой, и поэтому ко мне было повышенное внимание, которое мне не совсем нравилось. Из-за того, что я всегда была очень спокойная, немного стеснительная, очень редко шла первая на контакт, такая была немного на своей волне, возможно, не проявляла сильного интереса к другим людям, и это могло расцениваться как надменностью с моей стороны, хотя во мне этого не было, но так могло казаться. Я, наверное, относилась к такой хорошей девочке, я всегда хорошо училась, там до какого-то класса я была отличницей, но когда появились такие там уже сложные предметы, я стала хорошисткой. Я очень не любила физику, химию, и самые любимые мои предметы были, это, наверное, и история, и литература. И в детстве, кстати, когда меня спрашивали, кем я хочу стать, я отвечала археологом. Я реально хотела быть археологом из-за того, что историю я любила, наверное, с самого детства. Учителя в школе в основном меня любили, так как я была всегда прилежной ученицей, у меня никогда не было проблем с дисциплиной, и, наверное, даже те предметы, которые я не любила и которые мне давались плохо, я всегда выезжала за счет старательности, и у меня, в принципе, были неплохие оценки. Мой совет школьникам, студентам: если у вас есть предмет, который вам не нравится, который вам не дается, лучший способ получить хорошую оценку — это за счет старательности. Не нужно пускать все на самотек, прогуливать этот предмет, избегать его, наоборот, включите психолога, ведь учителя — это обычные люди, если они видят, что вы заинтересованы в его предмете, что вы стараетесь, подходите, там спрашиваете что-то, даже если вы напишете плохо контрольную, вам все равно потом в итоге накинут балл. Так лично было на моей практике. Второй немаловажный совет: не нужно портить отношения с учителем. Как бы вам не нравился учитель, сколько бы вы с ним не спорили в той или иной ситуации, не доказывали свою правоту, а вы все равно всегда будете в проигрыше. Вероятность того, что человек, который старше вас на 20 с плюсом лет, у которого есть жизненный опыт, образование, признает правоту ученика, очень маловероятно. Это, конечно же, бывает, но это скорее исключение из правила. Включаем мудрость.
Вам в школу нужно ходить каждый день. Зачем же себе усложнять жизнь, делать себе стресс из этого? Конечно же, когда я училась в школе, я этого так не понимала, во мне тоже присутствовал максимализм, но сейчас я уже все вижу иначе. Пожалуй, у меня запомнился только один негативный опыт с учителем. Она была директрисой в школе, также по совместительству учительницей украинского языка и литературы. Это уже было где-то в старших классах. И она была такой женщиной в возрасте и очень странной женщиной. Она почему-то меня не полюбила. Я так и не поняла, какая была причина того, но она всегда занижала мне оценки. Несмотря на то, как я любила литературу, у меня были всегда у нее плохие оценки. То же самое было и по украинскому языку. Например, она задавала домашнее задание по литературе прочесть какое-то произведение. Я всегда читала все, причем в оригинале, да, не в сокращенном варианте. Она задавала вопросы в письменном виде по содержанию текста, по смыслу. И в основном перед такой самостоятельной работой все, кто не читал произведение, спрашивали у меня там, что там происходило, то есть я всем все рассказывала, и в итоге у меня оценка была ниже, чем у всех остальных. И мне приходилось оставаться после уроков и доказывать ей, что я читала, отвечать на дополнительные вопросы, что было, на мой взгляд, вообще абсурдно, потому что было очевидно, что я читала, и это происходило постоянно. То же самое по украинскому языку. Я, кстати, доказала, что я знала украинский язык хорошо, потому что когда я сдавала внешнее независимое тестирование, в России, кажется, это ЕГЭ называется, то я получила оценку «отлично». В то время, когда она мне ставила там вообще 7 баллов, то, что на грани тройки. Когда, в принципе, все девочки там как-то красили глаза, и я была не исключением, я красила ресницы, подводила нижнее веко, и я помню, как она посреди урока сделала мне такое замечание, говорит: ой, накрасила она эти глаза и смотрит на меня этими глазищами, что-то такое. Во-первых, было странно от нее это слышать, потому что куда я вообще должна была смотреть во время урока, как не на нее? Обычно учителя там делают замечания, кто смотрит куда-то по сторонам, а не на учителя. Мне же сделали замечание, что я на нее смотрела. Ну окей. Для меня непонятно, как взрослый образованный человек мог допускать какие-то такие колкие выражения по отношению к ученику в то время, когда это образовательный процесс. И мне кажется, что если есть какие-то проблемы с учеником там, по поводу его поведения, либо внешнего вида, логично поговорить с учеником после уроков, там, оставить его, либо позвонить его родителям. Как я уже говорила, люди несовершенны, и нужно сделать все для того, чтобы избежать конфликта. И не нужно думать, что вы прогибаетесь как-то, что вы подлизываетесь к учителю. Нет, ни в коем случае. Делаете все для того, чтобы сохранить свою нервную систему, для того, чтобы облегчить свою школьную жизнь, для того, чтобы получить хороший табель и в будущем облегчить жизнь своим родителям и поступить на бюджет в университет. Вы должны мыслить только в таком ключе. Ну, либо в ключе, что если человеку 45-50 лет, и он до сих пор бестолковый, вряд ли что-то поможет ему измениться, и тем более вряд ли вы сможете повлиять как-то на него. В школе я очень боялась публичных выступлений. Для меня всегда это было какой-то пыткой просто. Я помню, как еще с 1 либо 2 класса, когда я должна была рассказать стихотворение на какой-то праздник, все это происходило в актовом зале, и вот был такой момент, когда я стою на сцене и вижу, как в зале все метушатся, там ходят, да, там еще людей было немного, потом закрываются кулисы, и когда они открываются, я вижу, что зал уже полностью полный, что все уже сидят на своих местах и смотрят на меня. И у меня в этот момент был просто какой-то шок, испуг. Я не помню, как я рассказала это стихотворение, но мне было безумно страшно, и у меня с тех пор выработалась какая-то паника. Я всегда очень боялась выступать на публику. И я каждый раз просила родителей, когда это был какой-то праздник, какое-то торжество в школе, чтобы я туда не приходила. То есть я всегда маме говорила: ой, я там себя плохо чувствую, тем более учебы там все равно никакой не будет в этот день, можно я останусь дома, и мне родители это позволяли. Если, конечно, это было в классе, просто там реферат рассказать, это было еще окей. Но если это, допустим, уже был открытый урок, где там было несколько классов, наш там и параллельный, меня это уже смущало. А все, что касалось там актового зала, для меня это вообще было табу. Расскажу вам еще один интересный факт обо мне. И я всегда умела добиваться своих целей с самого детства. Я помню тот момент, когда мне нужно было перейти с одной школы в другую, и школа, которая была рядом с нами, она была с углубленным знанием английского языка. В то время, когда мой английский на то время еще хромал, так как наш учитель постоянно отсутствовал. И мне для того, чтобы поступить в эту школу, нужно было пройти тест. И я помню, что я сама себя заставила выучить этот английский. Я не просто прошла этот тест, я еще после семестра обучения в этой школе, и я получила 12 баллов, это был максимальный балл, причем это была единственная такая оценка на всей параллели в этой школе. Помню, когда мне нужно было перейти еще в одну школу, там вообще изучали немецкий язык. Можете себе представить, когда я учила только английский, тут мне нужно учить немецкий.
и я себя тоже заставила его выучить. Я в этой школе проучилась, наверное, год, но, в принципе, я его выучила настолько, что я получила там, пускай не отлично, но у меня была хорошая оценка, то есть там, ну, 4, грубо говоря, по 5-бальной системе. Мне еще запомнился случай, который мне мама иногда вспоминает, когда я тоже переходила из одной школы в другую. Мы с мамой пришли в эту школу оформляться, это был первый день, и я увидела, что там была доска почета, там висели фотографии учеников, которые на протяжении достаточно долгого времени хорошо учились, то есть они участвовали в олимпиадах, были активными и так далее. В моих предыдущих школах такого не было, я впервые увидела, и тогда я сказала маме: о, моя фотография тут тоже будет висеть, и через полгода, в принципе, она там и висела. По поводу мальчиков, конечно же, в школе мне нравились какие-то мальчики, и всегда оказывалось так, что я им нравилась тоже. Конечно же, мы были детьми, и прямо никто об этом не говорил, но всегда это было очевидно, кто-то кому-то сказал, это было видно, и у меня никогда не было такой неразделенной любви, как показывают в фильмах о подростках, ну, в жизни тоже такое бывает. По поводу вредных привычек и плохих компаний. Когда мне было 15 лет, я попробовала выкурить одну сигарету, и мне, конечно же, не понравилось, у меня жгло в горле, мне было плохо, и после того я больше не пробовала. Но в моем окружении тогда было очень много курящих людей, и поэтому я, наверное, выступала в качестве пассивного курильщика, потому что люди могли курить рядом, и, в принципе, я нормально себя при этом чувствовала. В данный момент среди моего окружения нет курильщиков, и мой муж категорически против этого, поэтому если кто-то к нам приходит в гости из курящих, если спрашивают, можно ли покурить, ответ только один: нет, и даже на балконе нельзя, только на улице. Ничего личного, это просто четкая жизненная позиция по поводу образа жизни. Наверное, многим интересно, считали ли меня красавицей в школе. Я не знаю, какой меня видели мои одноклассники, если честно. Я комплиментов от них не получала, и себя тоже первой красавицей в школе не считала, но я всегда уделяла внимание своему внешнему виду. Я всегда просыпалась гораздо раньше перед школой для того, чтобы помыть голову, сделать маникюр, то есть не было варианта, что я там могла прийти неухоженной, там, с какими-то грязными волосами, либо там с незамазанным прыщиком, такого никогда не было. Но я это делала больше для себя, мне это всегда нравилось, наверное, потому что меня мама так приучила, вернее, даже не приучила, я просто всегда следовала ее примеру. Я любила сам процесс ухаживания за собой, так как моя семья не была очень обеспечена, то есть у меня не было там много вещей, да, там каких-то супер дорогих, но все равно меня мама приучила так, что пускай это будет несколько вещей, которые будут там подороже, покачественнее, которые будут стильные, чем там 10 вещей, которые будут такие себе. Я всегда придерживалась этого принципа. Мне хотелось посоветовать девочкам, у которых родители тоже не могут многого позволить, не расстраиваться по этому поводу, потому что в жизни все меняется. И если вы будете следить за своей фигурой, ухаживать за кожей, волосами, будете развиваться в разных направлениях и будете интересной личностью, то вы будете нравиться одноклассникам, окружающим, и никому дела не будет там до вашей одежды. Ну, конечно, мы сейчас говорим о адекватных людях. По поводу комплексов, были ли они у меня в школьные годы? Конечно же, да, мне кажется, это такой этап, который проходят все, это абсолютно нормально. Я помню, что практически в каждом классе я была самой высокой девочкой, самой худой девочкой, у меня были широкие брови, и это, в принципе, все то, что сейчас мне сыграло на руку и является, наоборот, моими достоинствами. Женские комплексы — это то, о чем можно говорить долго, откуда они берутся и как с ними бороться. И, кстати, если вам интересна эта тема, напишите мне об этом в комментариях, и если многих это заинтересует, я могу снять отдельное видео на эту тему. В основном девочки-подростки часто поддаются мнению окружающих, очень неуверенные в себе, но это абсолютно нормально, потому что это часть личностного развития. И человек становится уверенным только тогда, когда он научится себя идентифицировать, то есть кто есть я, какие у меня есть недостатки, какие у меня есть достоинства. Нужно научиться смотреть на себя объективно, работать над своими слабыми сторонами. Тогда вам никто ничего нового о вас не расскажет, и какое-то абсурдное высказывание одноклассника по поводу вас никаким образом не заденет. Поверьте, все успешные люди стали такими, потому что они умели абстрагироваться от негатива со стороны других людей, они знали, кто они, чего они стоят, куда они движутся. Им не нужно кому-то что-то доказывать, за что-то оправдываться. Да и сколько энергии отбирает анализ того, почему к вам кто-то отрицательно настроен. На этом у меня все. Я очень надеюсь, что вам это видео понравилось. Если да, обязательно ставьте лайк, а мы с вами скоро увидимся. Пока, ребят!